Ого-гошеньки, ого-го, скажу я вам. Какое количество людей хотят услышать историю, как мы с Катькой поссорились? Ну так-то и так, будет вам история. Но для начала не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. А началось все с того, что на 4 курсе в нашей группе завелся вор, и у нас стали пропадать деньги. И знаете, у кого чаще всего они пропадали? Не будем тыкать пальцем. Вот, например, я деньги всегда держала в кошелечке, а кошелек в рюкзаке во 2 отделении в потайном карманчике на молнии. Ну, как бы фиг достанешь. А у Лерки все карманы открыты, вечно все само вываливается. В общем, находка для любого карманника. И у нее то 50 гривен пропадет, то 100. Я снова без обеда. И решили мы провести свое расследование и вычислить вора. Начали следить за одногруппниками, кто когда был в универе. Ты был на первой паре? Я проспал. Ладно, живи пока. Это не он, вычеркиваем. Круг поиска потихонечку сужался, но мы так и не могли понять, кто же все-таки вор. Но однажды на одной паре Лерка подошла к преподавателю показать свои работы, а сумку оставила висеть на стуле. И я увидела, как Катька подошла и села на Леркино место, якобы посмотреть на ее рисунок на мольберте. Катька, наверное, думала, что ее за мольбертами никто не видит, и начала копошиться в Леркиной сумке. А я-то все видела. И что мне делать? Схватить Катьку за руку с криками «Держите вора!» Нет, за такое сразу из универа вылететь можно. А мы же подруги были на тот момент. Я решила дождаться переменки и рассказать все девчонкам. Лерка проверила сумку, у нее действительно пропали деньги. И мы решили пока никому об этом не рассказывать, а сначала поговорить с Катькой и выяснить, зачем она так поступила. Я, честно говоря, думала, что она начнет отнекиваться, говорить, что ничего не брала и что это я все придумала. Но нет, Катька призналась, представляете? И сказала, что на самом деле она вынуждена была украсть деньги, потому что тяжело больна и ей нужны деньги на лечение. И вы думаете, после всех ее выдумок мы ей поверили? Да, мы ей поверили. Но мы не могли понять, почему она раньше нам не рассказывала о своей болезни. Разве эти Леркины 100 гривен ее спасут? Мы могли бы объявить сбор средств на ее лечение. Ну, вы же знаете, мы и на супутник зібрати можемо, якщо що. Но Катька сказала, что врач уже назначил ей лечение, и через пару дней она едет с папой в другой город. И все вроде бы выяснили, во всем разобрались. Но через 2 дня, совершенно случайно, мы встречаем папу Кати на остановке. Здравствуйте, ну как там Катя? А вы разве не поехали с ней на лечение? Какое лечение? И тут мы поняли, что папа не в курсе ни о поездке в другой город, ни о болезни дочери. После такого ужасного вранья нам было противно с ней даже разговаривать. Она так и не вернула Лерке деньги, на 5 курсе перевелась в другую группу, и мы практически с ней не пересекались. И что я вам хочу сказать, ребятки, любое вранье рано или поздно раскроется, а жизнь сама расставит все на свои места и покажет, кто тебе друг, а кто враг.